Хотите, чтобы ваши сбережения приносили больше, чем на банковском вкладе, но не разбираетесь в финансах? Тогда посмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как начать инвестировать с нуля и получать доход. Зачем вообще нужны инвестиции? Главная задача инвестиций – это сохранение и приумножение капитала. С помощью инвестиций деньги можно защитить от инфляции, а при грамотном подходе еще и приумножить. Большинство реальных инвесторов – обычные люди. Они ходят на работу, растят детей и увлекаются не только финансами. Для них инвестиции – это просто еще один источник дохода и способ обеспечить себе комфортную старость на пенсии. Вот несколько убедительных аргументов в пользу инвестиций. Во-первых, это возможность получить пассивный доход при минимальных трудовых затратах. При этом ограничения в размере потенциальной прибыли отсутствуют. Ваш доход будет зависеть от того, насколько правильно вы распорядитесь капиталом. Занимаясь инвестированием, вы приобретаете новые знания, которые помогут вам правильно обращаться с денежными средствами. То есть вы повышаете свою финансовую грамотность. Инвестиции, приносящие пассивный доход, позволят вам меньше работать и иметь больше свободного времени, которое вы сможете тратить по личному усмотрению. А диверсифицируя свой инвестиционный портфель, вы сможете получать дополнительный доход сразу от нескольких разных источников. Куда же можно инвестировать новичку? Вариантов вложения средств огромное количество. Однако можно выделить два основных направления – реальные инвестиции и финансовые инвестиции. Реальные инвестиции предполагают вложение денег в материальные и нематериальные объекты. Это может быть недвижимость, земельные участки, оборудование или готовый бизнес. Нематериальными объектами являются патенты, права на предметы искусства и научные исследования. Как правило, реальные инвестиции являются долгосрочными и требуют значительной денежной суммы, которая может не оказаться у начинающего инвестора. Инвестирование с минимальным начальным капиталом возможно лишь в финансовые инструменты. Среди них наиболее востребованными являются депозиты в банках, инвестиции в драгоценные металлы, вложения в валюту, в том числе цифровую, покупка ценных бумаг, акций, облигаций на фондовом рынке, а также долевое участие в инвестиционных фондах. Советуем также посмотреть видео о том, куда можно инвестировать небольшие деньги. А сейчас разберем, как начать инвестировать с малой суммой новичку на примере фондового рынка. Перед тем, как начать инвестировать, необходима правильная подготовка. Именно она является залогом удачного старта. Основная задача инвестиции – достигнуть определенной финансовой цели. Определите свою. Это может быть желание накопить сумму для крупной покупки, формирование подушки безопасности или своего личного пенсионного фонда. Главное, чтобы она была реалистичной. Только четкое понимание цели инвестирования поможет вам не бросить все после первой неудачи. Получите базовые знания об экономике и работе фондового рынка. Для этого изучите основную терминологию, узнайте, какие существуют финансовые инструменты и стратегии. Бездумно вкладывая деньги, не понимая ничего в данной сфере, можно легко стать банкротом. Больше информации про фондовый рынок смотрите в видео на нашем канале. После этого можно задуматься о размере стартового капитала. Заемные средства – плохой вариант для биржевых игр. В накоплении необходимой суммы помогут регулярное откладывание части дохода, дополнительный заработок, а также оптимизация ваших расходов. Заниматься вложением средств стоит, когда есть свободные деньги и отсутствуют обременительные обязательства. Сумма вложений может быть любой. Однако, если вы хотите, чтобы инвестиции приносили заметный доход, сумма должна быть значительной. На фондовом рынке нет фиксированной суммы, с которой можно начинать инвестировать. Инвестиции возможны с разным начальным капиталом. Для старта не нужно миллионных вложений. Цены на биржевые инструменты вполне лояльные. Например, пифы, о которых мы уже рассказывали в одном из прошлых видео, начинаются от 5000 рублей. Для покупки акций достаточно и вовсе пары тысяч рублей.
На наш взгляд, оптимальной для начала торговли станет сумма от 50 тысяч рублей. Баснословных денег она не принесет, но вникнуть на практике в нюансы поведения на рынке вполне позволит. Кроме того, для начинающего инвестора важна дисциплина. Чем дольше и регулярнее он вкладывает деньги, тем более крупные цели для него достижимы. Для начала торгов необходимо оценить собственные возможности и определиться с допустимым риском. Новичку важно помнить о том, что чем выше потенциальная доходность финансового инструмента, тем больше риск. Традиционно всех инвесторов распределяют на 3 группы по уровню риска: агрессивные, умеренные и консервативные. Начинающему инвестору лучше покупать рисковые активы на небольшую долю капитала и иметь в портфеле так называемые защитные активы – ценные бумаги с минимальным уровнем риска, например, государственные облигации. Завершает подготовительный этап перед инвестированием выбор брокера. Без его участия покупка ценных бумаг на бирже невозможна. При выборе компании-посредника обращают внимание на рейтинг, количество клиентов, размер активов, имеющиеся тарифы, а также наличие комиссий и приветственных бонусов. То есть в идеале нужен брокер, который предоставляет инвестору удобный надежный сервис и берет за это минимальную комиссию. Перечень брокеров с лучшими условиями для инвесторов есть в описании к этому ролику. Рекомендуем вам с ним ознакомиться. Для торговли понадобится открыть брокерский счет. С его помощью ведется учет активов инвестора. Подобный счет можно открыть на сайте брокера или в его мобильном приложении. Для этого инвестору потребуется указать личные данные. Процедура открытия может занять от нескольких минут до нескольких дней. Чтобы начать инвестировать, необходимо пополнить счет. Далее из доступных на сайте брокера ценных бумаг инвестор может выбрать нужные ему и купить их, а когда потребуется, продать. Новичкам важно стараться не совершать импульсивных сделок и ни в коем случае не торговать с использованием кредитного плеча. Про торговлю и заработок на инвестициях в акции у нас есть подробное видео. Советуем его также посмотреть. Напоследок приведем несколько полезных советов для начинающих инвесторов. Выделяйте на инвестиции только ту сумму, которую готовы безболезненно потерять и без которой ваша повседневная жизнь останется прежней. Начинайте инвестировать с небольших сумм. Это поможет вам получить ценный опыт и выработать собственную стратегию. Заранее составьте план действий для непредвиденных ситуаций. Это поможет не растеряться и сохранить контроль, когда понадобится быстро принять решение. Отдавайте предпочтение долгосрочным инвестициям, чтобы меньше переживать о краткосрочных колебаниях цен. На этом пока все. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. В описании под видео вы найдете больше полезной информации.